Саляму алейкум, всем привет! С вами Лейсан и добро пожаловать в мой стамбульский дневничок. Сегодня я решила запустить новую рубрику на канале, в рамках которой буду показывать и рассказывать вам, как готовить те или иные турецкие блюда из недорогих продуктов, которые легко найти в любом, даже маленьком российском супермаркете. Поэтому рубрика так и называется «Турецкие блюда из российских продуктов». Не думаю, что содержимое прилавков магазинов в странах СНГ сильно отличается от российских, так что, думаю, эта рубрика будет также интересна и моим зрителям из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран постсоветского пространства. Итак, сегодня мы с вами будем готовить блюдо под названием сигара бöreği, которое турки обычно предпочитают есть на завтрак. Ингредиенты и способ приготовления блюда проще простого, поэтому даже ребенок справится, но лучше не оставлять ребенка одного на кухне, а то мало ли. Для начинки нам понадобится 1 пачка рассыпчатого творога или творога, именно сухого и рассыпчатого, а не того, что в сливках, 1 куриное яйцо, пучок петрушки и немного соли. В Турции для начинки используют сыр под названием лор пейнире, но этот сыр как раз и представляет из себя соленый-зернистый творог, поэтому легко заменим. А заворачивать всю эту начинку мы будем в лаваш. Чем тоньше будет лаваш, тем лучше. И желательно, чтобы он был круглой формы, чтобы было легче нарезать его на треугольники. Если не нашли круглого лаваша, то не проблема, обычный прямоугольный тоже сойдет. Сперва приготовим начинку. Для этого хорошенько разомнем творог, добавляя в него соль по вкусу. Кстати, некоторые в России используют брынзу вместо творога, но как по мне, то зернистый творог больше подходит для этого блюда, потому что степень солености творога в данном случае мы регулируем сами, добавляя в него соль по чуть-чуть. А брынза, она уже изначально соленая, причем слишком соленая. А соль в больших количествах, как известно, вредна для здоровья. Ну и, конечно, по стоимости творог обходится дешевле брынзы и получается выгодней. Затем добавим в творог яйцо и тщательно все перемешаем. И, наконец, ко всей этой массе добавим мелко нарезанную петрушку. Наша начинка готова. Лаваш нужно нарезать на продолговатые треугольники одинакового размера. Хорошо, если треугольники получатся равнобедренными. Если нет, то тоже не проблема. Я для видео использовала прямоугольный лаваш, и треугольники у меня получились не такие, как надо. Но ведь вкус блюда от этого не меняется, правильно? Теперь берем ложечкой небольшую порцию начинки, кладем ее на лаваш и заворачиваем, как на видео. Кончик лаваша смачиваем теплой водой, чтобы он приклеился и наша сигара не размоталась. Думаю, вы теперь поняли, почему это блюдо называется сигара бöreği. Из данного количества начинки получается примерно 16 бörеков. Теперь осталась последняя стадия готовки. Наши приготовленные завернутые бöреки нужно обжарить со всех сторон в растительном масле на среднем огне. Не обращайте внимания на то, что я использую палочки для еды, для переворачивания бörеков. Просто я не нашла ничего другого, чем бы их можно было перевернуть, используя только одну руку. Кстати, завернутые, но не обжаренные бöреки можно заморозить и хранить в морозилке. А когда вам срочно понадобится приготовить что-нибудь вкусненькое, достать их оттуда, быстренько пожарить и подать на стол.
Когда наши бюреки равномерно обжарились, нужно переложить их на бумажное полотенце и дать им немного там полежать, чтобы все излишки масла стекли. Ну вот и все, наше блюдо готово. Заранее приятного аппетита всем, кто попробует приготовить его по этому рецепту. И спасибо всем за просмотр, ставьте пальцы вверх этому видео, если оно вам понравилось, поделитесь рецептом с друзьями и подписывайтесь на канал, если все еще не подписались. А тему следующего видео на канале вы можете узнать, заглянув в описание под видео. До новых встреч, пока-пока!